Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума, находящийся под Новороссийском, был атакован украинскими безэкипажными катерами. По последним данным, один из выносных причалов получил серьезнейшие повреждения. Теракты с применением морских дронов Киев устраивает регулярно. 24 сентября мощной атаке подверглись Новороссийск и Туапсе. Тогда удар бэков сочетался с налетом БПЛА. Хотя все украинские морские дроны были перехвачены, без жертв среди мирного населения не обошлось. Часть украинских катеров были оснащены блоками неуправляемых ракет, другая несла на борту БПЛА «Камикадзе». Под ракетный залп попало офисное здание Каспийского трубопроводного консорциума, а также несколько жилых домов. По всей видимости, и тогда КТК был главной целью украинского рейда. В отражении атаки бэков участвовали не только катера и корабли Черноморского флота. Российские силы активно применяли FPV-дроны и ударные беспилотники «Ланцет». На счету этих систем вооружения сразу несколько уничтоженных морских хищников. И ранее, в августе, в июле, украинские боевики также пытались атаковать Новороссийск и Туапсе с моря. То есть бэки переориентировались на береговые базы и порты. Как уже было сказано, на борту морских дронов появились блоки неуправляемых ракет, а часть бэков переквалифицировались в дрононосцы, носители ударных БПЛА «Камикадзе». В российских СМИ и телеграм-каналах принято считать, что управляют бэками сотрудники Украинского главного управления разведки ГУР. Отчасти это так. В структуре ГУР существует группа 13. Ее основное оружие – безэкипажные катера семейства Магура. Отметим, что Г-13 – добровольческое формирование. В украинской военной разведке схема с добровольцами достаточно распространена. Самые секретные подразделения, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач, по бумагам являются добровольческими. Хороший пример – отряд «Шаман». Именно он наиболее активно пытается проводить теракты на территории России. Добровольцы – отличное прикрытие для участия иностранных специалистов, причем им даже не надо быть отпускниками. Кадровые военные США, Великобритании и стран НАТО вполне спокойно могут действовать среди таких структур, при этом оставаться засекреченными и полностью анонимными. Сейчас в структуре ГУР появилось новое добровольческое спецподразделение «Примари», но в англоязычных изданиях его называют «Призрак». Примари, или Примари, не знаю как правильно, управляет FPV-дронами, запущенными со специально оборудованных Магур. Также украинские военные разведчики пытались сформировать спецподразделение на базе русского добровольческого корпуса, признанного террористическим в Российской Федерации. Для него создавалась линейка бэков «Катран». В отличие от Магур, это были чисто украинские поделки, но сейчас проект морских отрядов РДК уже закрыт Киевом, а Катраны так и не удалось довести до технической готовности. Позже свое спецподразделение бэков попыталась сформировать Служба безопасности Украины. Для них также разрабатывалась отдельная линейка катеров «Мамай», «Си-Бэби» и «Си-Вульф», но проект не взлетел. СБУ несколько раз сообщала об атаках на российские корабли, но в подавляющем большинстве случаев нападения не принесли успеха. И сейчас СБУшные морские хищники сошли на нет. Но самый крупный пользователь бэков на Украине – это военно-морские силы Украины ВМСУ. Последние располагают сразу несколькими типами морских дронов с разными тактико-техническими характеристиками и возможностями. Парк этих изделий у моряков многократно превышает количество Магур у ГУР. Правда, флотские бэки – это переоборудованные моторные лодки и также обычные гидроциклы. Но именно ВМСУ первыми начали экспериментировать с дрононосцами, а также попытались ставить с безэкипажных катеров морские мины. Довести до ума этот проект военные моряки не смогли, но идею подхватили в ГУР. Впервые безэкипажные катера украинские военные применили осенью 2022 года. Атаке подвергся большой разведывательный корабль «Иван Хурс». Он нес службу в районе Турецкого потока. Налет был отбит экипажем. В 2022 и в начале 2023 безэкипажные катера применяла только группа 13. Чуть позже к добровольцам присоединились и подразделения СБУ. Но нарастать число бэков стало с лета 2023 года. Тогда в игру включились ВМСУ. ГУР делал ставку на острые специальные операции, когда катера незаметно подкрадывались к российским берегам, скрытно обходили заграждения, и так далее. А вот украинские моряки предпочитали действовать массированными накатами с большим количеством дронов. Пик применения бэков прошел с осени 23 до лета 24. К сожалению, Черноморский флот понес тогда ряд существенных потерь. Особенно сильно пострадали десантные силы. В результате атак было потоплено 2 больших десантных корабля проекта 775.
Но с июля прошлого года сообщений об успешных атаках на корабли ВМФ России не появлялись. Более того, Украина начала активно перестраивать свои бэки, а также тактику их применения для ударов по прибрежным объектам. Сейчас единственным украинским игроком на море стала Г-13 и ее наиболее технически совершенные Магуры. Активность СБУ, как уже говорилось, сошла на нет еще в 2023 году. Многократно упала и эффективность линейки бэков ВМСУ. С прошлого года их катера почти не появляются у российских берегов. Первоначально безэкипажные катера были достаточно простыми по конструкции и исполнению. Их сердцем были высокоскоростные терминалы Starlink. Они передавали операторам картинку с оптико-электронных систем, текущие параметры и местоположение дрона. В ответ с Земли через терминал поступали команды управления. Так как скорость передачи через Starlink очень высокая, то видео с борта бэка было отличного качества, а отклик управления составлял доли секунды. Но надо понимать, что сам катер не имеет систем поиска цели. На борту нет ни радара, ни гидроакустической станции, поэтому наводить его можно только по внешним целеуказаниям. В июле 2024 года российский перехватчик МиГ-31 опасным маневром почти сбил американский дрон-разведчик РК-4. С этого момента ВКС и ВМФ России начали активно противодействовать самолетам и БПЛА США, Великобритании и других стран НАТО, которые работали в акватории Черного моря. И с этого момента у самостийных бэков удивительным образом упала результативность. Конечно, можно возразить, что просто в море перестали ходить корабли Черноморского флота, но если внимательно следить за хроникой российских стратегических ударов по Украине, то хорошо видно, что выросло применение морских ракет «Калибр». В Черном и Азовских морях постоянно дежурят ракетоносцы, малые ракетные корабли и фрегаты. Поэтому можно смело утверждать, успехи украинских бэков были получены с помощью США и Великобритании. Именно их самолеты-разведчики в режиме реального времени и наводили операторов дронов на цели. Но еще остаются стационарные объекты в прибрежной зоне. И тут давайте посмотрим на применение катеров по таким целям по критерию стоимость-эффект. Для стрельбы НУРами и тем более для управления FPV-дронами бэки серьезно доработали. Теперь на их борту стоят целые системы стабилизации, комплексы связи и управления, а также прицеливания. И по своей стоимости такие изделия, скорее всего, сопоставимы с противокорабельными ракетами, а то и дороже. Понятно, что результат за вычетом медийного эффекта и цена за него чаще всего несопоставимы. Поэтому сейчас Украина идет по пути создания многоразовых диверсионных бэков. Последние смогут тайно подходить к берегу и пытаться поражать дронами РЛС, позиции ПВО и даже самолеты. Пробные атаки на такие объекты в Крыму, Приморье уже совершали. Конечно, такие диверсии крайне неприятны, но разработаны и применяются контрмеры. Бэки как средство борьбы с флотом уже утратили свое значение. Очевидно, что появление надежных средств защиты прибрежных объектов и от морских хищников – вопрос ближайшего времени. Вот такие вот, друзья, у нас новости.